Под замерзшей поверхностью Луны, Урана, Ариэль, может скрываться нечто огромное. Океан глубиной более 160 километров. Это в 40 раз глубже, чем Тихий океан. И он был заперт под льдом миллиарды лет, ожидая, когда его обнаружат. Уран — это бледно-голубой газовый гигант далеко в космосе, планета-одиночка, на которую редко обращают внимание. Но недавно ученые направили свои телескопы и компьютерные модели на одну из 29 известных лун Урана — Ариэль. В отличие от своих сестер и братьев, Ариэль имеет довольно уникальную личность. Когда космический аппарат Voyager 2 пролетал мимо в 1986 году, он сделал несколько снимков, на которых была видна странно ровная поверхность, усыпанная кратерами, трещинами и долинами. Эти детали могут не звучать захватывающе, пока не осознаешь, что они означают. Эта луна была геологически активной, двигалась, трескалась и меняла свою форму, как Земля. Это редкость в далекой части Солнечной системы, где большинство спутников — просто замерзшие ледышки, тихо вращающиеся вокруг своих планет. Когда ученые исследовали эти трещины, которые называются грабинами, они обнаружили нечто странное. Рисунок этих трещин точно напоминает то, что происходит, когда под поверхностью накапливается давление, как когда растягивается воздушный шар перед тем, как лопнуть. Это как если бы что-то глубокое внутри Ариэль толкало наружу, искривляя и разрушая корку. Самым логичным виновником мог бы быть подповерхностный океан, который когда-то был достаточно теплым, чтобы оказывать давление на ледяные слои выше. Океан заперт под километрами льда, скрытый миллиарды лет. Так как же что-то столь далеко от Солнца может иметь жидкую воду? Оказавшись в орбите, Ариэль не движется по идеально круглой траектории, а по слегка овальной, что ученые называют эксцентричной. Это означает, что, совершая круги вокруг Урана, гравитационные силы немного меняются с каждым оборотом. Постоянное притяжение растягивает и сжимает внутренности Луны, создавая трение, а вот вам и тепло. Соедините это с естественным радиоактивным распадом в каменном ядре, и вдруг оказывается, что достаточно тепла, чтобы растопить лед глубоко под поверхностью. Так что Ариэль, возможно, создавала свой собственный геотермальный спа-салон там, в глубоком космосе. Ученые смоделировали внутреннюю структуру Луны и обнаружили, что стресс, который вызывает приливные силы, мог бы поддерживать жидкую воду стабильные миллионы, а может даже миллиарды лет. Еще более удивительно, что следы этого океана могут сохраняться и до сих пор. Ледяная оболочка Ариэль имеет особенности, которые выглядят геологически недавно сформированными. Это значит, что Луна не была полностью заморожена всю вечность. Под этими трещинами могут быть маленькие карманы или тонкие слои жидкой воды. И вот самая захватывающая часть. Вода означает возможную жизнь. Каждый раз, когда ученые находят признаки жидкой воды где-то в Солнечной системе, они начинают шептать тот вопрос, который мы все тайно любим. Могло ли там возникнуть что-то живое? Конечно, Ариэль не курорт в тропиках, но помните, на Земле мы нашли микробы, процветающие возле гидротермальных источников на дне наших океанов, живущие на химикатах, а не на солнечном свете. Если у Ариэль когда-то были подобные источники, нагревающие воду и насыщающие ее минералами, то она вполне могла бы быть домом для своей собственной микроскопической жизни. И если океан там действительно был, в его недрах могла бы сохраняться соль. Ученые полагают, что соли и аммиак могли бы действовать как антифриз, поддерживая воду в жидком состоянии дольше. Так что, несмотря на то, что температуры на поверхности падают до минус 351 градус по Фаренгейту, внутри Луна может быть достаточно теплой, чтобы вода оставалась в жидком виде.
Теперь, прежде чем вы начнете собирать чемоданы для поездки на Уран, давайте вспомним, что это Луна, вращающаяся вокруг газового гиганта, который находится на расстоянии около 1,8 миллиарда миль от нас. Посещение этого места не так просто, как забронировать билет на самолет. Voyager 2 – единственный космический аппарат, который когда-либо приблизился к Урану, и это было почти 40 лет назад. У нас есть лучшие фотографии песчаных дюн на Марсе, чем большинства лун Урана, поэтому ученые пока полагаются на умные модели, данные с телескопов и большое терпение. Тем не менее, это открытие важно. В течение десятилетий мы рассматривали такие луны, как Европа Юпитера или Энцелад Сатурна, как лучшие примеры океанических миров. Они ледяные, у них есть подповерхностные океаны, и ученые даже обнаружили водяные фонтаны, выбрасывающиеся в космос. Но теперь к этому клубу присоединилась и Ариэль. Если мы когда-нибудь отправим новую миссию к Урану, Ариэль станет основным объектом для исследований. Теперь еще одно место, которое стоит изучить, это луна Сатурна, Мимас. Ранее ученые считали, что это просто замороженный каменный шар, но теперь может оказаться, что под его поверхностью скрывается целый океан, и будущий космический аппарат может его обнаружить. Исследователи картируют толщину ледяной корки Луны. Эти карты помогают им понять, насколько старым может быть этот океан и где лед наиболее тонкий. Это и есть золотое место для будущих миссий, чтобы проверить наличие жидкой воды. Мимос не выглядит как типичный океанический мир. Когда вы смотрите на Европу или Энцелад, вы буквально видите трещины и трещинки в их ледяных оболочках. Мимос выглядит гладким и тихим, почти как мяч для кикбоксинга в космосе. Кратеры кажутся постоянными, вырезанными в камне, а не в льду. Ничто в нем не кричит о мире океанов. Но несколько лет назад данные с космического аппарата НАСА Кассини начали показывать нам обратное. Кассини – аппарат, который предоставил нам лучший обзор Сатурна и его лун, продолжал присылать информацию, которая не совсем сходилась, если только под Мимасом не было бы жидкой воды. Чем больше данных поступало, тем больше становилось похоже на то, что под 12-19 милями льда скрывается новорожденный океан. Ученые использовали модели, изначально созданные для Европы, чтобы понять, как тепло движется через ледяную оболочку Мимаса. Они хотели узнать, какова ее толщина, сколько тепла она может удерживать, и сможет ли она растопить лед под собой. И они выяснили, что как только плавление начинается на Мимасе, оно не останавливается, оно ускоряется. И действительно, все это плавление связано с орбитой Мимаса. Луна не движется по идеальной круговой траектории. Ее путь немного растягивается. Эта овальная форма означает, что Луна поддается тяге и сжатию со стороны гравитации Сатурна по мере того, как она вращается. Точно так же, как гравитация нашей Луны вызывает приливы на Земле, гравитация Сатурна тянет Мимас. Но вместо водяных приливов это сжимает твердый лед. И это сжатие создает тепло. Поэтому в какой-то момент что-то заставило Мимос измениться и выйти на немного странную орбиту. Может быть, это был удар или гравитационное воздействие другой Луны. Внутри Мимаса нагрелось, растаял некоторый его лед, и под его поверхностью появился океан. Но затем гравитация медленно начала возвращать орбиту Мимаса в круговое движение. Когда это произойдет, нагрев прекратится, и в конечном итоге океан снова замерзнет. Таким образом, Мимас сейчас находится в фазе теплого океана. Компьютерные модели показывают, что изменение орбиты, вероятно, произошло всего 10-15 миллионов лет назад. Это ничто по сравнению с космическим временем.
Также оказалось, что тепло на Мимасе не движется по простой прямой. Оно изгибается и крутится в зависимости от толщины льда, что означает, что найти этот океан будет не так-то просто. Но это не невозможно. Изучение возможных океанических миров и тех, о которых мы уже точно знаем, таких как Европа, Энцелад, Титан и Каллисто, имеет критическое значение для нас на Земле. Каждый раз, когда люди находят жидкую воду где-то еще, мы, по сути, открываем новую версию того, что сделало нас возможными. Океаны Земли стали колыбелью всей живой жизни, включая нас, людей. Когда ученые изучают, как океаны Европы или Энцелад остаются жидкими без солнечного света, они изучают что-то о глубоководных гидротермальных источниках Земли, о тепле и балансе. Когда они моделируют химию Титана, они фактически исследуют, как могла бы выглядеть Земля до появления жизни. Так что, возможно, жизнь вовсе не так уж редка, и однажды зонды отправятся в ледяной океан Европы с Europa Clipper от НАСА или соберут воду из фонтанов Энцеладус и найдут там что-то, даже одну живую клетку. И когда это произойдет, все, что мы думаем о жизни, будет переписано. Это также напомнит нам, что мы не являемся центром истории, а просто одной главой Вселенной, полной воды. Вот и все на сегодня. Так что если вы утолили свое любопытство, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.